Когда в город приехал миллиардер Джейсон Блейк, все знали, будет шоу. Он славился своими показными жестами, показной щедростью и тем, как любил чувствовать себя выше других. Он приезжал на сверкающем черном лимузине, разбрасывал деньги на улицах, а потом наблюдал, как люди борются за них. Для него это было развлечением. Спектакль. В тот день он оказался на окраине города, где серые дома были похожи друг на друга, а асфальт под ногами трескался, как судьбы местных жителей. Люди собрались толпой, ожидая очередного представления. Джейсон вышел из машины в идеально сидящем костюме и, оглядев собравшихся, остановил взгляд на мальчике, сидевшем у тротуара с разбитым футляром от гитары. Его звали Томми. Маленький, худой, с пыльными волосами и пустыми глазами. Он давно перестал ждать от жизни чего-то хорошего. Пел он не ради искусства, а чтобы не умереть от голода. И все же в его голосе была какая-то трещина, сквозь которую пробивался свет тот, что не смогли убить улицы. Джейсон подошел к нему, бросил купюру прямо в лицо и жестом велел петь. Толпа засмеялась. Все поняли, это новая игра. Унижение в прямом эфире. Богач и уличная грязь. Томми медленно поднялся. Он знал, что происходит. Он знал, что это ловушка. Но он взял в руки старую гитару, стер пыль с ее корпуса и сделал вдох. А потом запел. Не было в этом крика или отчаянного вызова. Он пел тихо, спокойно, будто воздух сам стал песней. Его голос был простым, но в нем была какая-то искренность, чистая и незащищенная, как первый снег. Вдруг стало так тихо, что можно было услышать, как бьется сердце. Даже ветер замер. Толпа стояла, как окаменевшая. Смех исчез, телефоны опустились. Люди не могли отвести глаз. В голосе Томми было все голод, одиночество, мечты, потерянные и забытые. Он пел о боли, о надежде, о тех чувствах, о которых все давно перестали говорить. Даже Джейсон замер. Его лицо стало пустым, как мрамор. Он ожидал цирка, а получил что-то, что не мог объяснить. Когда песня закончилась, никто не аплодировал. Никто не пошевелился. Казалось, воздух сам сдерживал дыхание, боясь разрушить момент. А потом Томми просто взял свою гитару и ушел. Без слов, без благодарностей, без требований. Ему не нужно было одобрения. Он уже знал, что победил. И на этот раз Джейсон Блейк не мог унизить его. Он не мог даже говорить, потому что впервые в жизни он почувствовал, что значит быть маленьким. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.